В этом выпуске, что происходит с Аленой Косторной? Неужели все проблемы из-за ее сложного характера? Новое соперничество Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. А теперь обо всем по порядку. Даниил Глейхенгаус считает, что у Алены Косторной проблемы из-за характера. Такого отношения ранее не было ни к одной фигуристке Хрустального. Стиль работы Этери Тутберидзе продолжает вызывать бурные дискуссии. Одних ее методы приводят в восторг, других раздражают из-за чрезмерной строгости, третьи же, и таких кажется большинство, готовы закрывать глаза на перегибы, пока фигуристки из Хрустального приносят России медали. Этери, не стесняясь камер, отчитывает учениц сразу после выхода со льда, иногда выбирая для этого не самые приятные выражения. Тем не менее критики с переходом на личности в адрес действующих подопечных в группе Тутберидзе раньше не допускали. Исключением стала Алена Косторная. Сезон еще толком не начался, а в Хрустальном уже дважды публично посетовали на проблемный характер некогда лучшей фигуристки мира. Возможно, конечно, это тонкий психологический ход, но пока высказывания Даниила Глейхенгауза больше напоминают попытку откреститься от потенциальных неудач. Или даже наказать за побег Плющенко, едва не стоившей Алене карьеры. В Хрустальном считают, что у Косторной проблемы из-за характера. С момента возвращения Алены Косторной в Хрустальный прошло уже больше полугода, но отголоски ее неудачного пребывания в Академии Плющенко доносятся до сих пор. После того, как чемпионка Европы 2020 в эфире Первого канала публично попросила прощения за свой побег к Евгению Плющенко, была надежда, что на этом наказание спортсменки за необдуманный шаг закончится. В конце концов, она и так потеряла сезон и упустила шансы на медаль чемпионата мира. Но сейчас уже ясно, что последствия всей этой истории продолжают преследовать Алену. Еще перед контрольными прокатами в Челябинске хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгаус объяснил трудности Алены в освоении элементов ультра-си проблемами с психологией. Алена очень талантливая. Возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но ее характер очень сильно мешает достичь того, чего она могла бы. Здесь нет того, что она не могла бы прыгать четверные. По телу – могла бы. По голове – нет. То же самое с тройным акселем. Она его не по телу отпустила, а по голове. Сейчас она его восстановила, но он не настолько стабилен, насколько должен быть, сказал Глейхенгаус в сюжете Первого канала. Сама фигуристка призналась, что согласна с мнением тренера. Такое самобичевание со стороны харизматичной, амбициозной девушки смотрелось не совсем естественно, зато вписывалось в общую сюжетную линию. Мол, беглой чемпионке сделали одолжение, приняв обратно, поэтому смиренное поведение – единственно возможное в данных обстоятельствах. И ладно бы выпад Глейхенгауза в адрес Косторной остался бы единственным, но уже через 2 недели Даниил снова прошелся по личным качествам подопечной. В основном всегда работа физическая. Потому что нужно что-то делать, чтобы что-то получилось. Алену мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Мы ее обратно вытаскиваем. Так и работаем. Это не работа психологов, когда ты просто где-то не дорабатываешь, отметил Глейхенгаус. Фанаты Хрустального, не привыкшие сомневаться в правильности методов лучшего тренерского штаба страны, уверены, что подобными заявлениями наставники мотивируют Косторную на более дисциплинированную и самоотверженную работу. Мол, спортсменка должна разозлиться и захотеть доказать тренерам их неправоту. В спорте такая практика довольно распространена, вот только Тутберидзе и ее помощники ранее в подобных приемах замечены не были. Поклонникам таланта Косторной остается лишь надеяться, что подобная мотивация поможет Алене вернуться на топ-уровень и побороться за путевку на Олимпиаду. Но даже при этом заявления Глейхенгауза кажутся неоднозначными. Есть ощущение, что тренеры заранее снимают с себя ответственность за возможный провал Алены. В случае неудачи теперь все будут винить исключительно фигуристку и ее характер. Вообще же сам факт, что в группе Тутберидзе публично разносят Косторную, не вписывается в обычную политику Хрустального.
И тут сложно отделаться от мысли, что это связано именно с личностью конкретной фигуристки и ее историей. Многие болельщики уверены, что Алену продолжают наказывать за внезапный уход к Плющенко. Представить подобные выпады в адрес любой другой фигуристки почти невозможно. Как и в адрес той же Косторной, не покинь она группу Тутберидзе. Главное, чтобы методы тренеров не помешали Алене достигнуть результата и реанимировать карьеру. Ведь именно за этим она и вернулась к Этере, от которой когда-то убежала к Плющенко. Инна Гончаренко высказалась о соперничестве Плющенко и Тутберидзе. Академия двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко тесно соперничает с группой заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в юниорском сегменте, заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко. В минувшем сезоне конкуренция групп Плющенко и Тутберидзе началась во взрослом фигурном катании из-за перехода двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной, которые по итогам сезона вернулись к Тутберидзе. Таким образом, у Плющенко не осталось взрослых фигуристок, и соперничество тренерских команд завершилось. Считалось, что Тутберидзе впереди планеты всей. Я считаю, Академия Плющенко вплотную конкурирует с группой Тутберидзе. Я констатирую факт. Девочки группы Тутберидзе способствуют развитию вида спорта, а за ними подтягиваются остальные, так как тренерские кадры в России амбициозны, талантливы, трудолюбивы. У Плющенко сейчас 5 топовых юниоров: Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Кирилл Сарновский и Софья Титова. У нас всегда считалось, что есть группа Тутберидзе, она впереди планеты всей. Факты юниорских турниров говорят о том, что спортсмены Плющенко на равных конкурируют с фигуристами Тутберидзе и где-то даже превосходят их. Прогресс идет по всем фронтам, заметила она. По мнению Гончаренко, работа штаба Плющенко с Жилиной очень положительно сказалась на фигуристке. Девочка развивается в плане катания, скольжения, выразительности, у нее стал более интересный подбор программ. Я думаю, поработали с психикой, с настроем, в этом сезоне она демонстрирует более стабильное и интересное катание, с чем я поздравляю и тренеров Плющенко Сергея Алексеева и моего ученика Диму Михайлова. Приятно, что ребятки работают так хорошо, пояснила специалист. За Зинину спасибо по новой. Что касается Зининой, то я в первую очередь хочу поздравить Свету Панову с прекрасными выступлениями этой фигуристки на старте сезона, потому что вклад Светы в эти успехи очень большой, заметила Гончаренко. А штаб Плющенко я хочу поздравить с тем, что они продолжают работу предыдущего тренера дальше. Муравьеву я обожаю, слежу за ней с детства, она очень артистична и выразительна, продолжила тренер. Рада за Сонины выступления. В Академии Плющенко она прогрессирует и становится еще лучше. Лично мне, допустим, обе ее программы нового сезона показались лучшими среди юниоров. Они самые насыщенные по движениям, шагам и реберному катанию, и интересной хореографии, в которую вплетены сложные прыжки, что сделать очень трудно. На контрольных прокатах они были немножко сыроваты, но на соревнованиях они смотрятся блестяще.